В древние времена, когда Британию терзали войны и хаос, появился мальчик по имени Артур. Однажды, гуляя по густому магическому лесу, он наткнулся на сверкающий меч, воткнутый в камень. На мече была надпись: «Тот, кто извлечет этот меч, будет истинным королем Британии». Артур, не колеблясь, схватился за рукоять и легко вытащил меч. Это был Экскалибур, меч, что даровал ему силу и право на трон. Артур стал королем и создал круглый стол, собрав вокруг себя лучших рыцарей, таких как Ланселот, Гавейн и Персиваль. Вместе они сражались с врагами королевства и защищали слабых, но враги не дремали. Злобная колдунья Моргана, сестра Артура, жаждала власти. Она завладела мощным магическим артефактом и начала плести свои темные интриги. Однажды ночью, когда Артур спал в своем замке, Моргана проникла внутрь, используя свою магию. Она призвала темных существ, чтобы захватить замок и свергнуть короля. Артур проснулся от шума битвы и, схватив Экскалибур, ринулся в бой. Битва была яростной. Ланселот и остальные рыцари сражались бок о бок с Артуром, отражая атаки темных созданий. В разгаре битвы Артур столкнулся лицом к лицу с Морганой. Их дуэль была эпической, искры летали от столкновений меча и магических ударов. Артур оказался на грани поражения, но внезапно Мерлин появился и помог ему, направив мощный магический удар на Моргану. Она упала, но успела нанести Артуру смертельную рану. Умирая, Артур приказал вернуть Экскалибур в озеро, из которого он был извлечен, чтобы меч вернулся к своим истокам. Мерлин и рыцари исполнили его последнюю волю. Когда рыцари вернули меч в озеро, вода засветилась, и Экскалибур исчез под поверхностью. Артур, смертельно раненый, был уложен в лодку. Его верные рыцари со слезами на глазах наблюдали, как лодка с их королем уплывала в туман. Мерлин, стоя на берегу, шептал древнее заклинание, чтобы отправить Артура на Авалон. На Авалоне, волшебном острове, Артура встречали волшебники и феи. Его раны исцеляли, и он погружался в глубокий сон, ожидая часа, когда Британии вновь понадобится его помощь. Легенда гласит, что однажды он вернется, чтобы вновь привести свой народ к миру и процветанию. Но даже на Авалоне легенда о короле Артуре не окончена. Говорят, что каждое утро на острове раздается звук меча, сталкивающегося с магией, как напоминание о тех славных днях, когда Артур боролся за свое королевство. И каждый раз, когда Британия будет в опасности, народ будет помнить о своем великом короле, который однажды вернется.